Без момента инерции не определить, насколько прочным является сечение. Сейчас моментом инерции плоской фигуры относительно оси, проходящей через центр ее тяжести, называют сумму произведений элементарных площадок на квадрат расстояния их до этой оси. А в конце 19-го – начале 20 века момент инерции всей площади поперечного сечения относительно оси, проходящей через центр его тяжести, выражался произведением площади фигуры, образованной самим веревочным многоугольником и продолженными крайними его сторонами, на удвоенное полюсное расстояние. А если крайние лучи провести под углом 45 градусов к линии действия многоугольника сил, то и того проще. Осевой момент инерции выражается произведением площади фигуры, образованной веревочным многоугольником и продолженными крайними его сторонами, на площадь поперечного сечения фигуры. Как вы уже догадались, в этом видео графическим способом мы определим геометрические характеристики сложного сечения. В большинстве книг по графической статике это почему-то рельс. Ну что ж, не будем нарушать традицию и проверим КР-70 по ГОСТ 4121. Итак, наш рельс вычерчен в масштабе 1 к 1. Сначала разделим его на n количество частей. Чем больше их будет, тем точнее будет результат расчета. Далее эти части нужно обязательно пронумеровать. Нумеровать мы их будем снизу вверх. Это важно. Далее нужно посчитать площадь каждой получившейся фигуры. Благо FreeCAD это может сделать автоматически, и нам достаточно просто каждую фигуру обвести полилинией. Для удобства сделаем эти фигуры полупрозрачными. Теперь узнаем площадь этих фигур. Сделаем это при помощи электронных таблиц. Переходим в Spreadsheet, создаем новую таблицу. Для удобства выставляем окна. И в первую ячейку извлекаем площадь первой фигуры. Она у нас зовется просто var. Значит, через знак равно пишем var shape area. То есть var форма площадь. Площадь извлеклась в миллиметрах. Давайте переведем их в сантиметры, разделив на 100. Теперь можем скопировать формулу и скорректировать ее для получения площадей остальных фигур. Вторая фигура это var 001. Значит, var дописываем 001. Повторяем те же самые действия для остальных фигур.
Теперь определим площадь сечения рельса, просуммировав значение площадей всех фигур. Теперь, рассматривая площади фигур как величины произвольно направленных параллельных сил, строим из последних многоугольник сил. Сначала нужно определиться с масштабом чертежа многоугольника сил. Я приму, что 1 квадратный сантиметр площади соответствующей фигуры равен 1 мм длины отрезка, обозначающей ее силу. Чертим отрезок. Делаем покрупнее начальную и конечную точки, чтобы было потом легче ориентироваться на чертеже. Далее, чтобы не ошибиться, будем связывать длину отрезка с соответствующим значением ячейки таблицы. Это у нас первая сила, значит связываем ее с площадью первой фигуры. Пишем метку электронной таблицы и координаты соответствующей ячейки. Выстраивая силы в цепочку, повторяем те же действия для остальных фигур. Построение ведем слева направо. Для ускорения процесса можно просто скопировать отрезок и в формуле длины изменить координаты ячейки таблицы. Проверяем длины отрезков. Ошибаться здесь нельзя. И номера немножко съехали. Давайте их подвинем. Теперь под углом 45 градусов к многоугольнику сил чертим первый и последний лучи. Вот первый луч. А вот последний луч. Теперь находим точку фокуса. Она будет в месте пересечения первого и последнего луча. Из вершин многоугольника сил к точке фокуса проводим остальные лучи.
Изменим цвет и сделаем более заметными начальную и конечную точку отрезков. Многоугольник сил построен. Теперь нам нужно провести горизонтальную ось из нижней точки рельса Также проводим горизонтальную ось из верхней точки рельса. Далее нам нужно найти центр тяжести каждой фигуры и из него также провести горизонтальную ось. Но к нашей большой радости фрикат уже знает, где находится центр тяжести каждой фигуры, поэтому нам просто остается туда скопировать линию оси. Теперь будем строить веревочный многоугольник. Обратим еще раз внимание на цифры. Например, оси фигуры 6 и 7. Между ними будет сторона веревочного многоугольника, сформированного из луча между 6 и 7 силами. Аналогично между нижней осью и осью первой фигуры, а также между верхней осью и осью последней фигуры будут стороны многоугольника, сформированные из первого и последнего луча. Строим веревочный многоугольник. Первый луч ставим так, чтобы он пересекал нижнюю ось и ось первой фигуры. Второй луч ставим между осями первой и второй фигуры, так, чтобы он выходил из пересечения первого луча и оси первой фигуры. Третий луч ставим на пересечение второго луча и оси второй фигуры, так, чтобы он был между осями второй и третьей фигуры. Аналогично поступаем со всеми остальными лучами. Теперь найдем центр тяжести рельса. С вертикальной осью все просто, так как рельс симметричный. Положение горизонтальной оси нам поможет найти веревочный многоугольник. Для этого сначала найдем пересечение сторон, образованных первым и последним лучом многоугольника сил.
Горизонтальная ось симметрии пройдет через эту точку. Вот мы узнали координаты центра тяжести рельса, позже сравним их с ортаментом. Теперь определим момент инерции. Но сначала посчитаем площадь фигуры, образованной веревочным многоугольником, и его первым и последним лучом. Благо FreeCAD это сделает для нас автоматически. Для этого обведем ее полилинией. Переходим в электронные таблицы и извлекаем площадь фигуры, образованной веревочным многоугольником, и его первым и последним лучом. Фигуру мы обводили полилинией wire 0.13. Пишем wire 0.13 shape area, или иначе метка полилинии, форма, площадь. Площадь извлеклась в квадратных миллиметрах. Давайте переведем в квадратные сантиметры, разделив на 100. Теперь посчитаем момент инерции. Умножим площадь сечения рельса на площадь фигуры, образованной веревочным многоугольником. Вот наш момент инерции. Теперь можем узнать моменты сопротивления по подошве рельса и по головке рельса. Начнем с момента сопротивления по подошве рельса. Для этого момент инерции разделим на расстояние от подошвы рельса до центральной оси. И вот наш момент сопротивления по подошве рельса. Аналогичным способом определяем момент сопротивления по головке рельса. Только в этот раз момент инерции будем делить на расстояние от верха головки рельса до центральной оси. Давайте теперь сравним полученные результаты с геометрическими характеристиками этого же рельса, переведенными в сортаменте. Площадь поперечного сечения. Расстояние до центра тяжести. Момент инерции. Моменты сопротивления по подошве и по головке рельса. Как видим, несмотря на грубую разбивку, не так уж далеко мы ушли от значений, написанных в сортаменте. Графический расчет достаточно точен, особенно если его выполнять на компьютере. И напоследок, еще раз вернемся к первоначальному определению. Момент инерции всей площади поперечного сечения относительно оси, проходящей через центр его тяжести, выражается произведением площади фигуры, образованной веревочным многоугольником, на удвоенное полюсное расстояние. В этом случае все геометрические построения выполняются точно так же, ранее продемонстрированным способом. Меняется только подход к многоугольнику сил. Точка фокусировки выбирается произвольно. В ней проводятся лучи, а затем измеряется фокусное расстояние. Здесь очень важно соблюдать масштаб измерений. Здесь я принял, что 1 см площади вырезанных фигур равен 1 мм, соответственно 34 мм фокусного расстояния в масштабе равно 34 см. Переходим в электронные таблицы
Получаем площадь фигуры, образованной веревочным многоугольником. Умножаем на удвоенное фокусное расстояние. И вот наш момент инерции. Как видим, получилось то же самое. Несмотря на то, что лучи были проведены совершенно под другими иглами, центральная ось находится на своем месте. Соответственно, моменты сопротивления будут аналогичны предыдущему расчету. Вот так вот графическим способом определяются геометрические характеристики сечения. Положение центра тяжести, момент инерции, моменты сопротивления. На этом все. Надеюсь, серия роликов по графической статике оказалась вам полезной. И спасибо за внимание.